Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео CRM-философия. CRM-система является проверенным инструментом для развития бизнеса. Но на практике получается, что не все предприниматели горят желанием ее в свою компанию внедрять. Как понять, что настал именно тот момент, когда без CRM-системы уже не обойтись? Первый критерий – это когда клиентская база хранится в блокнотах и Excel-чиках. В чем заключается проблема? Проблема в том, что на поиск необходимой информации и навигацию по блокнотам у менеджеров уходит нереальное количество времени. Второй критерий – незащищенность от потери данных. Дело в том, что каждый менеджер хранит информацию о клиентах и как-то ей оперирует в меру своего понимания о том, как это правильно делать. Проблема заключается в том, что после того, как менеджер уволился, собрать его наработки и как-то их систематизировать практически невозможно. Часто вместе с сотрудником уходят и его клиенты, не говоря о том, что клиентскую базу можно легко скопировать на флешку. Третий критерий – это срыв сроков исполнения работ. Сделки часто срываются по причине человеческого фактора, когда менеджер обещал клиенту позвонить, но не позвонил, или просто забыл, или забил. В итоге в глазах клиента такая компания начинает выглядеть, мягко говоря, ненадежной. Клиенты уходят, как уходит и прибыль, которая превращается в упущенную. Четвертый критерий – нет понимания того, по каким каналам и из каких источников вас клиенты находят. Для привлечения потенциальных клиентов компании используют различные каналы привлечения, а именно контекстная реклама, соцсети, наружная реклама, выставки и так далее. Проблема заключается в том, что из блокнотов и листочков эту информацию не вытащить, тем более невозможно отследить ее эффективность. Пятый критерий – это когда возникают серьезные трудности в оценке работы торгового персонала. Как, например, узнать, сколько было звонков произведено, а сколько звонков привели к продаже, сколько коммерческих предложений было отправлено, сколько встреч было назначено, сколько из назначенных встреч было проведено. Это можно сделать только в том случае, когда в компании есть CRM. Но помимо CRM-системы важно даже не знание, а понимание. Потому что можно знать, но не понимать. Но если понял, значит точно знаешь. Знать что? А знать не то, сколько стоит внедрение CRM-системы, а что находится в головах у тех, кто ее в компанию внедряет. CRM-система – это мощный инструмент развития бизнеса. Но перед тем, как этот инструмент взять в руки, неплохо было бы этим инструментом научиться пользоваться. CRM – это совокупность технологий, которые крайне важно использовать по назначению. Одним из таких инструментов является управление клиентской базой. В чем заключается ценность клиентской базы? Ее ценность выражается в итоговом доходе по всей клиентской базе, произведенном за весь период жизненного цикла. Клиентская база – это стратегическая ценность компании. Но проблема заключается в том, что этот ресурс моментально не появляется. Поэтому ключевая задача, которая стоит перед любым бизнесом – научиться этой ключевой ценностью управлять. Что надо сделать, чтобы эту цель достичь? Основная задача – это научиться управлять и оперировать лояльностью клиента, максимально решая его проблему при помощи того продукта или услуги, которую компания ему предоставляет. Это фундамент. Какие факторы влияют на ценность клиентской базы? Одним из таких факторов являются показатели финансовой эффективности и продолжительности жизни клиента. В чем тут заключается проблема? Проблема заключается в том, что без роста лояльности мы теряем ценность клиента на всем периоде его жизненного цикла. Как лояльность клиента можно повысить? Это делается при помощи выстраивания стратегии лояльности, улучшения качества сервиса компании, аналитики проработки клиентской базы. Такой подход позволяет установить с клиентом долгосрочные и плодотворные отношения. А что происходит на рынке? В 9 случаях из 10 это спонтанная, хаотичная работа с клиентской базой. В чем заключается ошибка? Ключевой ошибкой является пренебрежение персональным подходом к конкретному клиенту. Трагедия заключается в том, что большинство компаний, взаимодействуя со своими клиентами, ко всем относятся одинаково. Для всех клиентов формулируют типовые коммерческие предложения. Менеджеры в скриптах произносят типовые фразы, предоставляя клиентам типовой сервис. Какой подход правильный? Это индивидуальный подход, когда решение для клиента вырабатывается под его конкретную задачу, учитывая его специфику. Таким образом, выстраивается клиентоцентричная компания. Такой современной технологией выстраивания правильных отношений с клиентами является CRM-подход. По сути, CRM – это платформа, объединяющая маркетинг и продажи. CRM является технологией, позволяющей организовать сервис безупречно, или хотя бы начать в эту сторону двигаться. Но в чем тут кроется подвох? Подвох кроется в следующем. Если выбрать самую идеальную CRM-систему, не научившись оперировать данными, к сожалению, а может к счастью, никакого эффекта от внедрения не произойдет. Как повысить лояльность клиентов? Первичная задача – начать на эту тему задумываться. Дело в том, что CRM-философия – это культура.
Это определенный уровень правильной работы через удовлетворение потребностей клиента. И уже во вторую очередь это системный подход и выстраивание технологий бизнес-процессов. CRM-философия – это совершенно иное мировоззрение, при котором у предпринимателя задача изменить свое мышление, в результате чего изменится сам бизнес. Так как бизнес – это всегда проекция личности предпринимателя, материализация его ценностей, отражение его картины мира. В чем заключается изменение мышления? Это смещение фокуса внимания с операционных нормативов на конкретные задачи клиента, которые необходимо решить. Продолжая разговор о CRM-системе, немаловажным фактором являются сотрудники, которым часто приходится работать в условиях неорганизованности бардака. Люди, работающие в условиях произвола и хаоса, которые творятся в неструктурированных компаниях, часто такими условиями работы возмущены. Внутренние проблемы компании, как следствие, сказываются на качестве работы с клиентами. А именно, это все случаи пересечения клиентов, когда менеджеры не могут клиента поделить между собой и, как следствие, качественно удовлетворить его потребность. Затягиваются сроки выполнения обязательств, удлиняются сроки согласования документов, появляются просроченные задачи. Когда в процессе выполнения заказа участвует несколько отделов, то кто-то из сотрудников может подвести. В итоге стопорится весь процесс. Клиент превращается в недовольного. А когда происходит перекладывание ответственности на коллег, где разобраться, кто виноват, практически невозможно. Для любого бизнеса клиент является ключевой ценностью. Именно от клиентов и зависит существование бизнеса. Какие принципиальные задачи стоят перед CRM? Задачи, которые стоят перед CRM-системой, это сконцентрироваться на факторах позитивных и минимизировать факторы негативные, связанные с какими-то неправильными процессами, протекающими внутри компании, с потерей документов, просроченными задачами, попустительством, хамством и так далее. Задачи, которые стоят перед CRM-системой, как раз и направлены на то, чтобы эти проблемы решить. В любой компании существует свой, с годами сформировавшийся метод работы с клиентами. Что такое метод? Метод – это максимальный выхлоп при минимальных усилиях. Любой профессиональный продавец также с годами вырабатывает свой уникальный стиль. Этот ресурс есть у любого продавца. Проблема заключается в том, что если в компании нет технологии аккумулирования опыта каждого сотрудника в единую базу знаний, то при увольнении сотрудника эта интеллектуальная собственность теряется. Поэтому одной из принципиальных задач, стоящих при внедрении CRM-системы, это создание такой единой базы знаний. Такой интеллектуальный продукт в виде базы знаний плюс практический опыт продавцов создает для компании уникальную ценность и ее конкурентный ресурс. В этом заключается зерно. Наличие в компании CRM-системы позволяет сотрудникам работать по принципам прозрачности, выстраивать с коллегами свободные и одновременно формализованные отношения. Также правильно организованные процессы, системный подход, организация постановки задач позволяет сократить вероятность перекладывания ответственности между сотрудниками. CRM-система – это память организации. Она позволяет собирать информацию в единую базу и на основе анализа этой работы начать этой информацией оперировать, принимать соответствующие решения, вырабатывать новые идеи, постоянно шлифуя свой бизнес-процесс. Другими словами, путь философии CRM – это путь к идеальному бизнес-процессу. Автоматизация процесса продаж – это не просто внедрить в компанию CRM и все. Это комплексный подход, направленный на выстраивание системы взаимоотношений внутри фирмы, маркетингом и отделом продаж, ориентированным на решение проблем клиента и максимального удовлетворения его потребностей. Как результат, это все приводит к неизбежному росту, увеличению прибыли, развитию компании. На самом деле, компании могут расти и развиваться без CRM-системы, но компании с CRM-системой могут расти быстрее, функционировать качественней и получать прибыли больше. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать, чтобы темпы роста в вашем бизнесе росли в геометрической прогрессии. И на самом деле не обязательно наличие в компании такого программного обеспечения, как CRM, потому что принципы, основанные на CRM-подходе, это отражение ценностей компании, фокусируясь на взаимодействии с клиентом, чтобы сделать его максимально удовлетворенным. И чем большему количеству людей при помощи своей качественной работы вы принесете пользу, тем в большей степени это вернется к вам, приумноженное в несколько раз. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!